Друзья, всем приветики! Я очень рада снова видеть вас здесь, на этом канале, посвященном вязанию и всякому прочему творчеству. Сегодня будет влог, наконец-то, мне кажется, что-то давно у меня не было никаких влогов, но сразу предупрежу, этот влог будет немножко такой сумбурный, возможно, потому что я хочу наконец-то расправиться со всем тем видеоматериалом, который у меня накопился даже там, не знаю, не за неделю, не за две, наверное, за месяц. При этом я очень много каких-то видео вообще не включала, потому что, конечно, странно будет в конце мая во влоге видеть какие-то зимние локации, прогулки и так далее. Так что каких-то временных рамок или последовательности тут в этом влоге не ждите. Так что прошу понять и простить меня и просто посмотреть этот влог-солянку. Конечно, за это время я очень много всякого разного навязала. Конечно, месяц целый прошел. Но в основном это были какие-то мелкие проектики, потому что вот после той игры в довязывание не довязав, конечно же, я не все проекты свои закончила, куча всего еще осталось. И все вы прекрасно знаете, как тяжело довязывать какие-то долгие процессы, и как хочется переключиться на какие-то мелкие, чтобы расслабиться и вообще кайфануть. Поэтому, конечно же, у меня куча каких-то мелких брелков, потом у меня переклинило шапочки, вот эти, знаете, сеточки. И одной мне мало, естественно, я там навязала разных. Все это покажу. Также немножечко моей бытовой обычной жизни, поездка к маме, на маникюр, прогулка на пляж. Плюс наступило же лето у нас наконец-то, и у меня начался сезон топиков. В том числе вот этот, который, конечно, я покажу все. Также будет мини-распаковочка. Не переживайте, для тех, кто не любит долгие распаковки, там прям чуть-чуть я покажу, но просто это очень важный для меня подарок, распаковка пряжи. В общем, ладно, давайте начнем. Берите чай, кофе по традиции, свое вязание. И всем приятного просмотра! Как и у всех, наверное, людей, мое утро начинается с завтрака. Конечно, не каждый день такой красивый у меня завтрак получается, но я стараюсь как-то эстетически красиво и вкусно приготовить его, чтобы весь день заладился с такого хорошего настроения, как вот сегодня. Всем приветик! Сегодня у меня снова будут невязальные дела немножечко. И передо мной стоит такая сложная задача, как раскроить юбку в пол по косой, для чего требуется очень большое пространство, а мой раскроечный стол / барная стойка, просто на кухне, кухонный островок или как это называется. В общем, места на нем не хватает, поэтому я буду это делать сейчас на полу вместе с вами. Вот здесь вот на гладильной доске у меня отглаженная ткань. Это еще к тому же вискоза атласная, очень скользкая, сложная ткань. Я пока что не представляю, как я это буду шить, как это буду кроить. В общем, предлагаю посмотреть на мои мучения сейчас. Сначала мне нужно сделать выкройку, чем я сейчас и займусь. У меня есть готовые лекала. Вот, не мои, из которых мне нужно сделать здесь платье, из платья нужно сделать юбку. Ну, плюс там немножечко изменить, поэтому сейчас я с этого начну. А вот и пришла главная катакомиссия — проверять качество выполняемых работ. Вот такая красивая струящаяся атласная юбочка получилась. К сожалению, не успела красиво отснять, потому что это был очень срочный заказ. Вот так вот я в ночи его как шила, так и запечатлила. Как-то раз подружка мне написала: я тут пересмотрела фильм «Леон», и мне срочно нужно такую шапочку, как у главной героини. А я ей ответила: не вопрос.
Конечно, нормально отснять эту шапочку, как-то прокомментировать, как я ее вязала, я уже ничего не успела, потому что на следующий день я ее подарила подружке. Но, конечно же, я не остановилась на этой модели. Меня вязание этой шапочки так захватило, что я тут же связала еще одну для себя, только в белом цвете. Потом искала множество разных способов вязания этих шапочек другими всякими узорами. Так что у меня целая пачка теперь этих шапочек в разных цветах и в разных вязаниях. Чуть попозже я все их покажу. Папуля с мамулей на моей свадьбе. Тут у мамы огород. Ой, ну вот. Так, во-первых, дедуля с бабулей. О, я даже не помню этих фото. Это мой папа молодой с друзьями. Это моя сестренка Ольга. Это я. Это я. Так, это вот мама молодая. О, это мы с моей сестрой. Вот такой вот мини-обзор фотографий моих родственников. Теперь вы тоже знаете, как они выглядят. О, вот еще классная детская фотография. Это мама, Ольга, моя сестра, я и мой брат. Ну и, конечно же, я взяла с собой вязание, чтобы пока мы с мамой болтаем, успеть еще и повязать. Смотри, какую жилеточку вяжу. Что, снимаешь, что ли? Да ладно, чё, ну я там потом вырежу какой-то кусочек. Для кого ты вяжешь? Для себя? Да, это себе. Вы смотрите с папой мои видео? Да я не знаю, где смотреть-то. Так ты Чё папе спроси, говорю, пап, поставь мне, Даша, на видео. У меня там уже 10 видео. Вот этот, благодаря этому мотиву, моя известность пришла. Вот этот квадратик, мастер-класс, который я сделала на YouTube. А в Инстаграме рилсик, маленький такой видосик, вот с таким квадратиком, 1 400 000. 1 400 000 просмотров, ты представляешь? Просто из-за вот этого стрельнувшего, абсолютно случайно стрельнувший такой видосик. Дальше стреляла. Так, что могу сказать? У меня опять будет гул от мотора, конечно, в видео. Ну ладно, коротенькую вставку можно. У нас сегодня отвратительная погода. Смотрите, такая вся морось, знаете, не дождь даже, а вот когда полностью в капельках весь воздух. Так, я еду на маникюр. У меня тут опять все отросло в хлам. Покажу немножечко, что собираюсь сделать у себя на ногтях. Я из тех людей, кто круглый год делает исключительно нейтральный маникюр. Это молочный, белый, какой-нибудь розовато-нюдовый камуфляж. Но раз в год со мной что-то случается, и я делаю либо красно-алый маникюр, либо вообще цветной, либо с какими-то узорами. В общем, у меня случился взрыв цвета. А еще у меня есть традиция, каждый раз после маникюра, уже, наверное, пару лет, я захожу в наш огромный новосибирский фудкорт, называется Гастрокорт, и в своей любимой вьетнамке заказываю себе фобо. И за 2 года каждый месяц мне не надоело. Это просто лучшее фобо, которое я пробовала вообще где-либо. Так, я вернулась из города, я ездила на маникюр. Что-то я так устала, уже, видите, темно за окном. В пробках долго ехала, и мне так сонливо сейчас. Я хочу просто поужинать, посмотреть что-то на YouTube и что-нибудь маленькое связать. Знаете, мне, ну, как у всех, наверное, вязальщиц, у меня миллион просто начатых проектов, которые нужно завершать, но ничто никогда не останавливает. Связать что-то маленькое такое, быстренькое. Дело в том, что у меня есть, ну, обычные ключи от дома, и вот это мой брелок. Это просто, ну, не знаю, шнурок какой-то. И я уже много лет хожу с этим шнурком. Я не знаю, он некрасивый, конечно, но он мне удобен. Я хочу что-то подобное, только связать красивым каким-то ажуром. И я выбрала вот такие цвета. Или вот такой цвет, такой насыщенно яркий. В общем, так как у меня сейчас очень много цветов пряжи есть, я просто часами могу сидеть, комбинировать их, передумывать, перепридумывать. Это как бы и кайф для меня, я люблю сочетать цвета, да, ну, видите. И при этом это мучение, потому что это затягивается на много-много часов. Я хочу сделать маленькие-маленькие бабушкины квадраты или, может, какой-то
ажурный узор, типа зигзагом, может быть, что-нибудь такое. Сейчас придумаю. Так что предлагаю вам побыть свидетелями, что у меня сейчас получится, как всегда. В общем, я даже сейчас уже передумала цвета. Выбрала вот такие. Все, начинаю вязать, честное слово. Все, погнали. Эти штучки я просто сохраняю всегда, чтобы потом вспоминать цвет. Если вдруг где-то нужно в мастер-классе или еще где указать. Я, в общем, решила не какие-то узоры, а просто максимально микро-бабушкины квадраты попробую сделать. Надеюсь, они будут такие маленькие. Не знаю, может быть, я преувеличиваю. Я взяла крючок 2,5 миллиметра, и это, наверное, самый минимальный крючок, которым я в жизни вязала. И я стараюсь вязать плотненько, чтобы был просто микроскопический квадратик бабушкин. Вы только посмотрите, какая сюзи-пусечка получилась. Мне нравится. Продолжаем. Так, готов второй ряд. Такая прелесть. Сейчас я сделаю еще третий, последний ряд, но тоненьким, маленьким обвязку сделаю. Так, получилась вот такая милота. Но он, конечно, шире, чем... То есть я хотела вот так из квадратиков, такой шнурок длинный, конечно. Это все-таки не настолько маленько, хотя, ну прикиньте, вот такой квадратик. Где вы еще такой вот маленький видели? Так, я связала пока два вот таких квадратика. Ниточки сейчас все уберу. И я думаю их просто соединить вот так, чтобы был такой прямоугольничек, кубик. Так, смотрите, что у меня дальше получается. Я спрятала все ниточки и решила сделать сначала столбиками с накидом, провязать вот так все боковушки. Вот он так специально, чтобы бочком вставал. Ну, тупо просто в каждую петелечку, вот эту крайнюю, провязываю столбик с накидом, а потом с другой стороны приложу второй квадратик свой и буду соединять уже желтенькой, точнее оранжевенькой нитью, и возможно буду делать какие-то бахромушки такие, знаете, ажурчики, какие-то рюшечки, что-то. Вот у меня такая вот идея, посмотрим, как получится. Я на самом деле в таком восторге, что получается, вообще-то такая няшность, и мне хочется сделать мастер-класс. Напишите в комментариях, интересно вообще такие штучки мелкие делать, мастер-классы, или тут как бы и так все очевидно, понятно. Я терпеть не могу снимать вот такие вечерние видео, ужасное освещение, ужасные тени, а самое главное, просто ужасный звук с этим гудением от компактора меня бесит. А вдохновение в основном на меня нахлынывает именно вечером, вот так вот. Так, сначала я сейчас просто соединительными столбиками маленькими провяжу, а потом буду такую как рюшечку вязать. Я уже вспомнила по мастер-классу, как это делать, так что сейчас приступим. Я не могу, мне так нравится, как это миниатюрная лапушность получается. Такая пусечка, ну господи, я в восторге. Может мне переквалифицироваться в миниатюры? Вот я специально даже ногти обстригла длинные, чтобы вот это все такое щепетильное, малюсенькое делать. Извините за мой акцент детский. Короче, я просто кайфую, мне так нравится. Так, я в круг связала этот кубик. Он, конечно, ни разу не кубиком. И только сейчас до меня дошло, что, может быть, надо было его, набить, чтобы он был пухленький. Так что я, наверное, пожалуй, чуть-чуть подраспущу. И попробую туда запихнуть набивку. Так, мне не нужно слишком сильно, мне только чуть-чуть. Думаю, так вполне достаточно. Боже, ну вы только посмотрите. Я не понимаю, что я за гений.
Ну, это такая милота, представляете, если ее вязать из какого-то бежево-рыженького цвета, то это же как печенюшка, это же печенька, но здесь она что-то слишком пухлая. Я на самом деле в восторге, это такая милота. Ну, вообще. Я думаю, вот сюда добавить или нет такой же рядок, вот такого же по контуру, не знаю. Попробую, сейчас посмотрю, как будет смотреться. Может быть, просто так и оставить. Такой брелок. Непонятно, что это такое, это просто абстракция. Квадратик, няшная пироженка, печенька, подушечка. Скажите, что это еще может быть? Может, цветочек такой квадратный из какой-то параллельной вселенной. Так, в итоге у меня вот такая штучка получилась. Это, по сути, просто брелок. И я решила, что он будет не на ключах, потому что мне неудобно массивные какие-то брелки на ключах носить, когда нужно в сумочку, в маленькую или в какой-то кармашек запихнуть ключи. Из-за этого брелка он там где-то застревает, видите. Поэтому это просто будет брелок на сумочку. Сейчас такие очень модные. На ручку или сбоку сумочки прикреплять. Абстрактный какой-то пирожок. Я не знаю, что это. Подушечка, кубик. Можно, знаете, в машину еще подвешивать под зеркало заднего вида. Такие, знаете, кубики все время дальнобойщиков там висят. Это шутка на самом деле. Я против брелков в машину, который отвлекает от внимания к дороге. Так вот, это будет просто брелок, а на ключи я свяжу себе другой. Я уже придумала, плоский, просто как шнурок, как я и планировала. Но что-то пошло не так, и родилось вот такое чудо. Вот это я имела в виду, что брелки вот так на сумочку надеваются. Вообще тема мне очень нравится, причем брелки-то эти быстро вязать. Ну, подружкам я уже дарила такие штучки. Себе, кстати, я ни одной еще не вязала, вот это будет первый. Яркий такой акцентик. В этот день я начала вязать вот этот топик, который вы, возможно, видели в выпуске про игру «Когда вязать недовязы». Там я его заканчиваю. И да, на этот топик я тоже очень хочу снять мастер-класс. Я вообще на все вещи бы снимала мастер-классы одни, только если бы их еще смотрел кто-то. И я все-таки спрошу, напишите в комментариях, кто хочет, чтобы я сделала мастер-класс на вот такой топик. Хочу показать вам свою мини-студию для съемок. Вот так это выглядит. Вот здесь я сижу, здесь батарея меня жарит, здесь у меня сценарий. И вот тут мой телефон, второй телефон, 14-й, который я специально купила, чтобы улучшить качество видео. Вот, а здесь такой отражающий щит, чтобы у меня было нормальное лицо. Вот так вот и живем. Сижу, монтирую влог и хочу немножко показать, как я это делаю. Вот смотрите, допустим, насколько просто мелко нарезано вообще все. Вот. Озвучки. Ну, многие, наверное, так делают. Но это, короче, просто жесть. Вот. Какие мелкие кусочки. Из этого складывается, например, минут 40. Ох, это тяжело. Это вот новое видео сейчас залила. Сейчас буду его тоже просматривать и нарезать. Ну а сейчас вас ждет мини-распаковочка. Помните, как я радовалась, когда мне моя подписчица подарила первый подарок пряжу? Я тогда с восторгом распаковывала ее подарочек. И недавно я все тоже ждала, когда же это случится. Мне написал один магазинчик пряжи и предложил на обзор выбрать пряжу.
Конечно, я залипла там на этом сайте на часа два. Мне очень много чего понравилось. Особенно всякие пушистые зимние пряжи, но впереди лето, и я все-таки выбрала хлопочки. Вот такие вот 3 оттенка я выбрала. Там на самом деле их у меня по 4, по 3 моточка каждого цвета. То есть это не просто мне 3 мотка прислали. Чтобы я смогла, конечно же, из них связать какие-то изделия. Я пока не знаю, что я хочу, но это стопроцентный хлопочек. Он очень мягкий. Похож на молочный, но все-таки чувствуется, что здесь хлопок стопроцентный. Особенно мне понравился вот этот артикул. А, да, магазин я, конечно, ссылочку оставлю. Артико, я его часто видела и у других блогеров. Вот такая вот интересная ниточка с вкраплением еще одной ниточки. Я безумно люблю вообще пряжу всякую твидовую, с крапушками, с точечками, с какими-то любыми вкраплениями. Это моя страсть. Вот так вот цвет называется. Если вы тоже захотите. Там еще есть какие-то другие оттенки вот этого вкрапления, разных, много на самом деле, там штук 5, но их очень быстро разбирают, как я поняла. Поэтому, если хотите, то успевайте. Вот такой оттеночек, очень базовый, просто такой коричнево-бежевый, даже не знаю, как назвать. Вот такой оттенок. Ну и розовенький, это просто нежнятинка, милота. Вот такой оттенок. Когда начну вязать из них, не знаю. У меня недавно вышло видео, игра «Как довязать все свои недовязы». Если интересно, вот здесь по ссылочке я оставлю. Или здесь, где там, я не знаю, выставляется сносочка. И дальше я планирую сделать такую же неделю стартов. Это не новинка идея, все блогеры так делают, и я тоже хочу так сделать. И, конечно, это будет в моих новых стартах. Пока я рылась в этих моточках, мне так не терпится уже просто начать, прямо сейчас пойти что-нибудь начать уже вязать. Но нет, все нужно систематизировать. Я буду снимать конкретное видео про это. Так, я уже по классике, после того, как сняла приветственное видео для какого-то одного выпуска, заодно, пока у меня тут настроено все, сниму некоторые штучки. Я тут связала некоторое количество штучек. Можно это так называть, но это потому что реально штучка. Ну, что-то это, брелок. Я на самом деле просто хотела попробовать супер-пупер мелкой вязкой связать бабушкин квадратик. А, я, кстати, по-моему, про это тоже рассказывала. Где-то я снимала это уже. Ладненько, окей. Если что, я повторилась, ну, не лошите меня. Так вот, я решила связать еще один такой же, но чуть-чуть другой. Он здесь не набитый мягкой штучкой, а просто более плоский и в таком цвете. Просто мелкие радости. Мне, кстати, очень понравилось вязать таким мелким-мелким крючком, как будто что-то кукольное вяжется, так интересно. Ну ладно, давайте я наконец-то покажу шапочки, которые я связала уже очень давно, но все никак руки не доходят их показать вам. Самая первая и самая простая, где там у нее край, зад, вот он. Вот такая вот из сеточки, но она такая достаточно мелкая сеточка. Вот так она смотрится. Так, надо, наверное, волосы здесь вот так расправлять. Она очень получилась вот такая широкенькая здесь. Немножко даже как-то расходится. Но я очень люблю, чтобы вообще на уши не давило, поэтому вполне меня устраивает эта шапочка. Такие пипульки я сделала тоже специально, мне очень нравится. Ну, я тут ничего не придумываю, все вы знаете, что сейчас это тренд. Ну, точнее, еще с прошлого лета был тренд, но сейчас так основательно все начали вязать. На русском, по крайней мере, ютубе. Дальше я попробовала другую шапочку. Я ее вязала уже по мастер-классу, по-моему. Хотя я тут изменения вносила. Вы ее видели в каком-то из влогов, по-моему, день рождения мой влог. Вот в этой шапочке сейчас я тоже ее надену. Сейчас я волосы сделаю поудачнее для шапочек. Вот зад. Ее нужно, естественно, ровненько надевать, чтобы она была четко посерединке. Вот такая немножко восточная женщина. Вот такая шапочка.
Дальше я еще связала точности такую же. На самом деле меня подружка попросила. И я что-то связала и вообще забываю ей написать об этом. Вот в таком цвете. Она просто обожает фиолетовые и сиреневые оттенки. И я связала точности такой же, но это... Ой, секундочку. Это из Gazal Baby Cotton. А это из Янар Jeans. И она чуть-чуть поплотнее. Поэтому она получилась, ну, побольше чуть-чуть. Такая... Сейчас я выровню. Она получилась чуть-чуть как бы поглубже. Вот такая. Побольше немножко. В общем, тоже очень миленькая. У меня просто очень контрастные волосы, немножко так странновато, мне кажется, что линию волос видно. А этой подружки, у нее вообще волосы очень, по-моему, всегда фиолетовых оттенков, поэтому ей, наверное, будет вообще здорово. Так, дальше. Потом я решила, мне очень нравится этот фасон шапочки, но я хотела вот эти перемычки сделать чуть не такие длинные, то есть почаще. Вот так вот получилось. Ее я уже как проектировала, собирала сама, примеряла на себя и ориентировалась так. Где у нее зад? Вот он. Она немножко такая, как паутинка, знаете, получилась. Не знаю, у меня почему-то ассоциации какие-то паутинки. Она тоже более коротенькая. Еле до ушек доходит. Ну, кстати, черная шапочка, наверное, классно будет именно блондинкам тоже, чтобы на контрасте с волосами. Вот такая шапочка. Все, показала я вам все свои 4 шапочки. Ну, эту я подружке, конечно. На самом деле я в них на улицу еще ни разу не ходила. Что-то почему-то, я не знаю, не дошло. У нас очень долго холодно было. Там не то, что дырочатую шапочку, там платком весь обматываешься и в теплых шапках ходишь. Но уже вроде на носу май через пару дней. Или через день даже. И я уже надеюсь, ну тепло-то наступит. У нас в Сибири в этом году все. Весна пока-пока, сказала всем. Лето не знаю, когда наступит. В общем, вот такие у меня шапочки. А я пошла. Я начала вязать этот топик в один из таких моментов, когда уже вечер, ты уставший, ужеванный, точно не хочешь ни камеру ставить, ни себя в порядок приводить, ни что-то объяснять. Просто садишься с вязанием под сериальчик и вяжешь. Поэтому вот так внезапно у меня и уже весь перед топа готов. И я продолжаю его вязать. Я хотела сделать так же, как в предыдущем своем топике, в видео про игру, когда вязать все свои недовязы. Там у меня был такой топик, он был больше цветов разноцветных. Здесь я решила взять только 2 и вот так полосато сделать. Но в итоге он смотрится не полосато, а именно как вот в клеточку, что ли, вот так. Наверное, лучше делать по 2 полосы, потому что каждого цвета. Плюс вот здесь, когда стыкуются, тоже издалека вот так паттерны, когда смотрится, здесь такой большой квадрат вот таких цветов. И вот здесь тоже зачем-то я решила полностью пучок такой сделать одного цвета. И это тоже как бы в глаза бросается, что здесь все равномерно, а здесь какие-то штучки непонятные. Плюс в этом топе я решила сделать ширину вот этих прямоугольничков не 6 столбиков с накидом, а 5. То есть он покороче и более широкий вот здесь. Именно поэтому здесь вот такое большое расстояние для стыка получилось. Немножко других пропорций. И я вот здесь соединила линии. Хотела сделать не на завязках, а именно вот так соединить. Ну, это получается сзади, там где спина, вот эта лямка, она просто падает как бы вниз. Если сделать туже, то это вообще будет, ну, не натягиваться, так скажем, на меня. А если вот таким образом, то оно там как бы висит. В общем, мне столько много как бы косяков мне не нравится, хотя сочетание цветов, вот здесь такой как джинсовый синий и такой нежно-оранжевый, по идее, мне очень нравится. В общем, я думаю, что я сейчас распущу 2 последних вот этих ряда и все-таки сделаю на завязках, потому что на завязках здесь оно ложится, ну, то есть либо ты натягиваешь и завязываешь завязки, тогда все гармонично, хорошо обтягивает.
А если нет, то тут все топорщится, как-то отпадывает. То есть если я хочу себе просторную маечку, то меня только сейчас осенило о том, что можно связать еще 2 таких треугольника и сделать их на спинку. Здесь у меня, видите, концепт. То есть вверху на шее завязочка и здесь сзади на спине завязочка. И вот так, с открытой спиной. А если сделать и на спинку тоже 2 треугольника, их соединить и дальше уже в круг вот так вот обвязывать как маечку, тогда, наверное, получится прикольно. Ну, опять же, это надо все пробовать. У меня, на самом деле, тут уже и пряжа, как бы, не знаю, в общем, сейчас пока что подумаю, что можно было сделать с этим. У нас наконец-то наступила жара, и мы с удовольствием с Егором отправились на пляж. Ну такая чутка ледяная водичка. Именно здесь, на пляже, я решила заново начать вязать треугольники для своего топа в другой пропорции. Вязала я вот такой топик, но в итоге решила начать заново и вязать вот таким способом. Здесь уже конкретно видно полосатость, которую я хотела. И вообще я решила вязать топик не из 2 половинок, а я хочу из 4 таких треугольников. То есть перед состоит из 2, спинка точно так же из 2. И соединяется уже просто в полотно, как маечка, в общем. Не как купальник, да, а как маечка. Не знаю, что из этого выйдет, но факт то, что у меня всего лишь один вот моток был оранжевого и один моток синего. Поэтому распускаю, все пойдет вот в этот топик один. Я распустила до нужного мне места. Дальше я буду вот второй ряд оранжевым вязать. И дальше уже по вот этому плану. Вот столько у меня много мелких кусочков. Доширак пряжный. Меня только что осенило, что не получится вот это взять за основу, потому что здесь я уже пропорцию другую брала. Здесь 6 столбиков с накидом. Более вытянутый такой треугольник получается. А здесь 5 я брала. Как хорошо, что меня сейчас осенило, а не тогда, когда я уже 2 этих треугольника свяжу полностью. На сегодняшний день у нас имеется 4 треугольника, вот такие вот полосатые. Я сейчас попробую их сшить вот здесь по верхней части и примерить. Получается 2 угла на спинку, 2 угла наперед. И дальше я уже буду вязать тело, так скажем, топа. Ну и, соответственно, сейчас нужно определить, насколько тут большие вырезы, как это вообще смотрится. В общем, приступим. Итак, значит, вот что у нас обстоит с этим топиком. Вырез очень огромный, очень, конечно, секси. Здесь тоже сбоку все вываливается. Спинка, конечно, ну, покрасивее. В общем, что делать с этим? Что делать? Думаю, здесь провязать еще 2 ряда. А здесь, как бы так все прикрыть, чтобы не вывалилось лишнего, не сверкнуть вам. Здесь, я думаю, просто вот так перемычки, не знаю, полосато или просто синим цветом. Сама ширина, вот здесь вот топик, отличная, прекрасная, как бы и не жмет, и не слишком просторно, все нормально. Будем пробовать дальше, экспериментировать. Но вообще мне очень нравится сама геометричность, вот эта вот полосатость. Она уже как-то так поинтереснее смотрится. Особенно если это было бы платье длинное, тоже такое какое-то полосатое, то или зигзагообразное, то, наверное, было бы вообще шикарно. Но мне просто не хватит цвета. Мне, конечно, пряжи хватит только, наверное, какой-то такой, типа топ-маечка, и все, и закончится.
Так, я сразу же смекнула. Вот здесь я защипнула маркерами. Стало получше, но, конечно, все равно все вываливается со всех сторон. В общем, будем сейчас это все уменьшать. Ну, добавочные ряды провязывать. Вот такой топик в итоге получился. Пряжа стремительно заканчивалась, поэтому я сделала низ вот такой вот более сетчатого вязания, чтобы хватило. И синий закончился, оранжевого еще там чуть-чуть осталось. В итоге мне очень нравится, что получилось. Вот такой влог сумбурный у меня получился. На самом деле я сейчас так кайфую, что я избавилась от этого всего груза, знаете, вот этого видеоматериала. Я чувствую такое сейчас облегчение, и мне хочется начать вот с какого-то нового чистого листа снимать влоги по какой-то новой системе нормальной. Мечтаю вот именно по неделе, чтобы не забывать, о чем были сняты какие-то видео, не знаю, 3-недельной давности, и потом ты значит, садишься монтировать, и вообще не знаешь, куда и как это все сложить, смонтировать, чтобы все было логично. В этом, кстати, мне хочется брать пример с Катей Ринг. Вообще, Катя одна из моих любимых блогеров. Я именно на нее ориентировалась, когда начинала снимать. И в какой-то степени благодаря ей вообще завела тоже этот канал. Поэтому я не знаю, попадались ли когда-нибудь ей мои видео. И вообще, посмотрит ли она когда-нибудь это. Но если вдруг, Катя, спасибо тебе. Приветики. Ладно, буду заканчивать этот выпуск. Большое вам спасибо, что вы провели это время со мной. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем пока-пока!